Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова говорим о Второй мировой войне, ее причинах, характере, следствиях и главных действующих лицах. Тут мне зрители сделали замечание, что о флоте мы говорим преступно мало. О военном флоте Великобритании, Германии, Франции. Поэтому посвятим ему отдельную главу. Начнем с Первой мировой войны. Тогда германский флот был настоящим военным флотом, состоял из изрядного количества тяжелых кораблей, линейных крейсеров, тяжелых крейсеров, легких крейсеров, эсминцев. Флот был огромный, но он почти все время простоял в гаванях. Единственный бой, когда немцы решились вызвать на сражение, на бой англичан, Ютландское сражение, завершилось с неочевидным результатом, но в целом мир решил, что победили англичане. Англичане потеряли линейный крейсер потеряли немцы, но немцы сбежали с поля боя и уступили море англичанам. На этом подвиги немецкого флота завершились. Потом произошло интернирование 15 новейших линейных кораблей Германии в Скаба-Флоу, и они потом позорно затопились, не принеся Германии ни побед, ни приобретений, а лишь печальное понимание того, что деньги потрачены впустую. После этого англичане решили немцев в океан не пускать. По Версальским соглашениям Германия лишалась военного флота, Германия разрешалась иметь военные корабли, более напоминающие цирк, чем военный флот, потому что англичане выбрали из наличного состава кораблей самые старые, самые утлые и бесполезные суденышки, и именно их назначив на роль немецкого военно-морского флота. Флот Веймарской республики ничего, кроме слез, вызвать не мог. Германии разрешалось сохранить в составе флота 6 линкоров. Скажем так, броненосцев с максимально калибром артиллерии 280 мм и общим числом орудий 4 штуки на каждый корабль. Это броненосцы типа Deutschland, которые даже не первые линкоры типа Дредноут. Это вот то, что сражалось в русско-японскую войну 1905 года. Вот это примерно схожие с ними корабли. Они к началу 20-х годов они доброго слова были не варты. Но тем не менее, немцы списали какое-то количество таких кораблей в мишени. И общий лимит водоизмещения линейного флота составлял 60 тысяч тонн. 60 тысяч тонн. Это водоизмещение одного приличного линкора, максимум 2. Но немцы в эти лимиты, тем не менее, потихонечку встраивались. Списывали старые корабли, и еще Веймарское правительство Германии решило строить новые корабли взамен безнадежно устаревших. Это были очень интересные корабли. Вот то, что немцы продумали и создали вместо этих старых Deutschland'ов, которые потихонечку списывались и уходили в утиль, это было удивительно, потому что новая серия так называемых карманных линкоров, броненосцев, это были очень специфические корабли с очень необычными тактико-техническими характеристиками, которые мы озвучим. Что касается крейсерских сил, то ситуация была еще печальнее. Немцам разрешалось иметь в составе своего крейсерского флота корабли, которые реальные крейсерские функции выполнять не могли ни при каких данных. Им недостаточно было дальности,
хода, скорости хода, мощи вооружения. Англичане разрешили иметь немцам в качестве крейсеров корабли, которые годились только на роль брандвахты, больше ничего. Максимальная скорость крейсеров типа Бремен составляла 23 узла. Возмещение 3300 тонн. Вооружение 10 105-мм пушек. А ход обеспечила паровая машина тройного расширения. Это не турбина, это не... Ну, в общем, это не корабли. Для боя это средство обескровливать германский военный бюджет, не более того. Это не корабли. Немцы это все прекрасно понимали. До 1939 года из всей этой кучки металлолома дожил лишь крейсер «Гамбург», который погиб в 1944 году. Но немцы, собственно, на них и не полагались. Они потихонечку создавали новый флот. Ну, надо сказать, что как бы немцы не пыжились, как бы они не предполагали какие-то крейсеровские войны, ведь германцы решили, что поскольку их силы на море ничтожны, они должны действовать так, как действовал отряд германских крейсеров в Первую мировую войну, то есть выйти на пути военных караванов, перехватывать транспортные суда, топить и брать их в плен, а от боя с более сильным противником уклоняться. Но это чистое теоретизирование. То есть это вот сидят кабинетные стратегии и думают, как им нанести ущерб Великобритании, которая имеет колоссальный военно-морской флот. А давайте мы выведем в океан наши рейдеры и будем топить беспомощные, безоружные транспортные корабли. А когда на нас будет объявлена охота, мы уйдем в нейтральные порты, там отсидимся и снова выйдем на линии коммуникаций. Ну, мечтать не вредно. Ничего такого немцев так и не получилось. То есть какие-то рейдерские действия они совершали, но это действовали вспомогательные крейсера, переделанные из обычных транспортов. Какие-то из них добились каких-то успехов, некие были перехвачены английским флотом и потоплены, но все они завершили свою биографию в 1943 году. До конца войны из этих рейдеров не дожил никто. То есть красивая теория крейсерской войны на коммуникациях в реальности оказалась мифом. К сожалению, на это были потрачены все возможные ресурсы немцев. То, что им разрешалось строить еще до того, как Гитлер решил, что Версальские ограничения немцев не касаются. Еще Версальская республика построила броненосцы типа Deutschland, новейшие, это вот адмирал граф фон Шпее, Deutschland, Люцев, которые и составили ударное ядро германского флота. Затем немцы построили разрешенное Версальским соглашением количество тяжелых крейсеров и некоторое количество легких крейсеров. Итого количество вымпелов очень небольшое. Немецкого флота составило 3 броненосца карманных линкора, 3 тяжелых крейсера и 6 легких крейсеров. Плюс 12 небольших эсминцев и 24 малых эсминца. С позволения сказать, с этим флотом Германия и вошла в эпоху нацизма. Гитлер сразу же потребовал создания новых больших кораблей, которые будут иметь полноценную замену, иметь возможность сражаться с противником на равных и хоть как-то обеспечивать рейдерские действия крейсерских эскадр. Немцы построили 2 линейных крейсера Шарнхорст и Гнезенау. Как линейные крейсера они были в принципе неплохи, хотя
Их артиллерия была недостаточно для такого серьезного предназначения. 280 миллиметров это просто уже не смотрелось, потому что артиллерия, скажем, британских линейных крейсеров это было 381 миллиметр, куда более мощная. Но не суть важна. Суть в том, что все-таки немцы свой флот пытались оптимизировать в плане достижения каких-то определенных задач войны на море. В отличие от флота Кайзеровска, который строился вообще, немецкий нацистский флот строился сугубо исключительно как инструмент внешней политики и возможной войны, не боясь его потерять. То есть Кайзерский флот простоял всю войну в Киле и Яде на якорных стоянках. Потому что германские адмиралы страшно боялись потерять дико дорогие линкоры и линейные крейсера. Гитлер ничего не боялся. Гитлер смело расходовал свой флот до последней копейки. Ну, это касаемо германского флота. Существовал так называемый план Z. Его все вставляют военно-морские эксперты в свои книги, пишут, что немцы планировали совершенно чудовищную, жуткую морскую силу, создание некого сверхфлота, который покорит всех, разгромит, уничтожит. Ну, проблема в том, что если сталь для кораблей еще у немцев была, то вот мазута для их турбин у немцев не было. Одна заправка линейного крейсера Шарнхорст – это 10 тысяч тонн мазута. Одна заправка. И вот это вот количество мазута вырывалось из германского народного хозяйства. И каждый раз, когда линейные крейсера требовали заправки, они требовали постоянно, это вызывало дикий рев и ор в ставке у Гитлера, потому что такое количество топлива улетало впустую. Так вот, построить немецкий флот по плану Z в принципе можно было. В принципе можно было, но снабдить его топливом было невозможно. Немецкие военные теоретики, вице-адмирал Гросс и вице-адмирал Вегенер, полагали, что германский флот будущего, который они предполагали построить после Веймарской Германии, он будет крейсерским, он будет действовать на коммуникациях, и он будет снабжаться некими вспомогательными кораблями флота, которые будут их кормить продуктами, питать топливом и всячески поддерживать. Как они себе это представляли в условиях реальной войны, я что-то не очень понимаю. Но, тем не менее, теория существовала, под нее строились корабли. Какое-то время немцы пытались эту теорию осуществить, когда все у них рухнуло, ну, все рухнуло. Когда в 1927 году на пост главного немецкого моряка заступил Эрих Редер, он одобрил идею этих панцершиффе, карманных линкоров. Они создавались именно в рамках концепции крейсерской войны, и, в принципе, все корабля, Deutschland, адмирал Шейер и адмирал граф фон Шпее, они полностью соответствовали этой идее. То есть у них был колоссальный, запредельный радиус действия. Эти корабли шли не на турбинах, не на порогах машинного промышления. Движителями у них были дизеля. Чем хороши дизеля? Тем, что расход топлива там на порядок ниже, чем у кораблей, снабженных турбинами или паровыми машинами парового расширения. Проблема в том, что на полном ходу дизеля создавали дикий грохот и невозможность прицелиться из корабельных орудий, но в максимальной скорости карманные линкоры не ходили, потому что основой их существования считалась возможность победить противника слабого и удрать от противника более сильного. Вооружались они 6 180-миллиметровыми орудиями в 2 башнях, кормовой и носовой.
Вот, и, в принципе, вполне соответствовали своему предназначению. Это были очень... конечно, это были не линкоры. Это были не линкоры, это понятно. Это были очень сильные, тяжелые крейсера, которые не создавались не в рамках Вашингтонского соглашения. То есть Вашингтонское соглашение трактовало тяжелый крейсер как корабль с 8-дюймовой артиллерией. У карманных линкоров артиллерия была куда мощнее. И даже какое-то время эти рейдеры, эти карманные линкоры, эти очень тяжелые, большие, серьезные тяжелые крейсера эту роль выполняли. Они вышли на коммуникации противника, они даже перехватывали какие-то суда, но постепенно их функции свелись к нулю, потому что появилась такая сила, как военная авиация, военно-морская авиация. Военно-морская авиация сводила все преимущества этих кораблей на ноль, потому что пилоты, во-первых, могли постоянно сопровождать эти корабли, то есть их местонахождение не было тайной для врага. Они могли их атаковать и всегда контролировать и предупреждать своих о том, что в данном районе моря пиратствует некий германский рейдер. То есть военно-морская авиация свела преимущество рейдеров к нулю. Поэтому, если адмирал граф фон Шпее погиб на рейде Монтевидео, адмирал Шер попытался атаковать наши заполярные владения, обстрелял Диксон и уничтожил там береговую батарею, потопил транспорт Дежнев, это все его достижения, прямо скажем, небольшие, то Люцев просто, то есть Люцев, переименованный из Дойчланда, просто большую часть времени простоял в Киле и был разобран потом на металл. То есть функции дальних рейдеров для действий на коммуникациях противника эти корабли, к сожалению, выполнить не смогли. По объективным причинам, потому что то, что было хорошо для начала 20 века, к 40-м годам перестало быть хорошим. Рейдеры выпасались военно-морской авиацией на раз. Поэтому те же функции борьбы с вражеским судоходством взяли на себя подводные лодки, которых, кстати, у немцев совсем не было такое огромное количество, как о них принято писать. К началу войны у немцев было 57 подводных лодок. Достаточно сказать, что у Италии их было 200. У СССР было больше 200. То есть германский флот изначально не затачивался под действие волчьих стай адмирала Дёница. Вообще, в принципе, считалось, что подводная лодка – оружие слабых, оружие ограниченное и оружие, в общем, подлое. То есть удар из-под воды – это был удар в спину. Плюс к этому все торговые пути между США и Великобританией, США и Францией проходили в Атлантике. Для того, чтобы выбраться в Атлантику, корабли подводные немцев должны были либо обойти Великобританию с севера, либо прорваться через Ла-Манш, что вообще маловероятно, потому что глубины Ла-Манша позволяли контролировать его практически полностью. То есть через Ла-Манш лодки пробиться не могли, да и, в общем-то, и не особо не старались, потому что проще было обогнуть. У немцев после захвата Норвегии появились базы в Норвежском море, в Северном море. Это уже было веселее. То есть оттуда уже действовать на коммуникациях было все равно веселее, но все равно транспорты были в недосягаемости большинства немецких лодок. Автономность лодок была недостаточна для того, чтобы дойти до путей прохождения транспортов, провести там какое-то время и атаковать и вернуться. То есть достаточно долго, как минимум до июня 1940 года, у англичан не было проблем с немецкими подводными лодками. То есть немецкие лодки выходили в океан, немецкие лодки атаковали британские корабли, даже потопили авианосец Courageous. Но на серьезные результаты немцы не рассчитывали, потому что у них было слишком мало лодок, у них была слишком малая автономность, и даже до первых порах не срабатывали взрыватели торпед. То есть
Как минимум до июня 1940 года англичане могли не обращать внимания на немецкие подводные лодки. Ситуация резко изменилась после падения Франции, потому что немцы получили в свое распоряжение базы в Бресте, Сен-Назере, Гавре и сделали из Сен-Назера вообще свою столицу своих подводных сил. Лодки, выходящие из Бреста и Сен-Назера, тратили на переход к путям торговых кораблей 1, 2, 3 дня, и далее несколько недель могли пиратствовать невозбранно. И вот тогда потери англичан 1941-1942 год начали расти просто с бешеными силами. Немцы топили по несколько кораблей в день. И тогда появились те самые волчьи стаи адмирала Дёница, которым матери пугали детей по обе стороны Атлантики. Но опять же, подводная лодка – оружие слабых. Подводная лодка – оружие вспомогательное. То есть в войну победить подводными лодками невозможно. Можно нанести противнику удар, можно нанести ему очень большой ущерб. Нельзя нанести ему непоправимый ущерб, потому что лодки при всей дешевизне их постройки, а это действительно дешево, лодка – дешевое оружие, требует отважных экипажей, готовых на самопожертвование. Таких людей не очень много. Тем более, если лодка получала повреждения от глубинных бомб или торпед, в 90 случаях из 100 она тонула вместе с экипажем. То есть уцелеть при поражении лодки для расчета для экипажа было маловероятно. Поэтому лодки – это хорошо, но лодки требовали системы базирования, лодки требовали системы снабжения, лодки требовали системы целеуказания. Все эти проблемы так и не были немцами решены. Немцы пытались использовать тяжелые четырехмоторные Фокке-Вульф 200 для целеуказаний, они пытались какие-то автожиры пускать с лодок, они пытались какие-то лодки снабжения, создавать дойные коровы. Но это все пустое, потому что на самом деле лодка, принимающая запас с другой лодки в океане, беззащитна. А, я повторюсь, у противной стороны появилась военно-морская авиация, которая технически совершенствовалась и численно росла с просто потрясающими темпами. К 1944 году американцы контролировали Атлантику полностью. Северную Атлантику полностью. То есть не было квадрата моря, который бы не контролировался с воздуха. В этой ситуации вести войну на коммуникациях для немцев стало самоубийственно. Они выходили в море, они атаковали, но соотношение потопленных транспортных кораблей и подводных лодок к концу 1944 года было 1 к 1. То есть немцы платили за каждый транспорт своей подводной лодкой. Это было очень дорого. Учитывая, что американцы строили транспорты Либерти с пугающей скоростью, в огромных количествах, грузили их техникой и вооружением, изготавливаемых на их заводах массово, чудовищно просто массово, для них потери-то были невелики, а для немцев это было, потеря каждого экипажа, это было ужасно. Каждый подготовленный экипаж стоил огромных сил, ресурсов и просто люди. Поэтому красивая байка о том, что немцы чуть-чуть не победили Англию войной на море и волчьими стаями Дёница, это красивая байка. Не более того. То есть германский флот, в отличие от флота кайзеровского, сделал все возможное в войне. То есть из 1084 подводных лодок, построенных в Германии, почти 780 погибло. Оба сына Дёница погибли, подводники. То есть там все было по-взрослому. Огромное количество экипажей самоотверженно сражалось и погибало, но цели немцы достичь не смогли, потому что обороной победу не достичь. Война не выигрывается обороной. А вести наступление на море немцы не могли, потому что у них просто примитивно не было для этого никаких сил.
Шарнхорст погиб в Январском бою 1943 года. Его потопил английский линкор. Гнезденау был разобран на металл, а артиллерия использовалась в качестве орудия береговой обороны. Адмирал граф фон Шпее погиб на рейде Монтевидео. Адмирал Шеер был потоплен в Норвегии. Люцов разобран на металл. Принц Ойген, один из тяжелых крейсеров, после войны был выдан в СССР в качестве репараций. А крейсер Люцов, кстати, в свое время, в 1940 году, был передан немцами СССР в качестве оплаты за поставки пшеницы и нефти. Немецкий флот погиб практически полностью за время войны. Они сделали все, что могли, и не их вина, что Германия проиграла. В тех условиях победить было невозможно, потому что силы им противостоящие были чрезвычайно велики. Они были несопоставимо огромные. И о них поговорим чуть позже.